Добрый день, дорогие мои зрители! Сегодня у нас расклад для дам на очень интересную тему «Мой будущий муж». Обратите внимание, не любимый, не новый парень, не будущий парень, не бывший парень, а именно будущий муж. Посмотрим, кто по судьбе. Посмотрим все детально, кто он, какой, характер, внешность, как и при каких обстоятельствах встретитесь, как узнаете. Расклад у нас на 3 варианта. Выбирайте интуитивно. Начнем с того, что посмотрим, кто вы, мой зритель, который загадывает вариант. Чтобы вы могли узнать себя. Если не узнаете, значит вариант не ваш. Можете посмотреть другие варианты. В любом случае, какая-то полезная информация для вас наверняка найдете в этом раскладе. Услышите. Ведь не зря же вы открыли и смотрите до сих пор. Ну что ж. Выбирайте вариант, устраивайтесь поудобнее, отпустите все тяжелые мысли. Мы начинаем. Кто выбрал? Если не успели, поставьте на паузу, выбирайте и продолжайте просмотр. Посмотрим первый вариант. Кто вы? Очень-очень сильная женщина, умеющая, знающая, возможно, у которой есть тоже некие знания, тайные знания, либо дар какой-нибудь. Карта Мандрагоры в этом колоде очень серьезная, очень сильная карта. Вы очень умная женщина, которая знает, как и с кем себя вести, где что рассказывать, где как себя преподнести, как показать себя, какую особенность своего характера демонстрировать. Возможно, умеете лечить. Может, словом даже можете вылечить раны. Может, и правда врач, целитель. Ой, тут правда очень замечательные карты выходят на вас, да? Вы, получается, счастливая женщина. У вас желания исполняются только хотя бы из-за того, что вы их загадали. Вы очень много добиваетесь успеха. Возможно, недавно вы получили повышение, может, на работе. Может, у вас был переезд, был переход на более высокий уровень. Тут мне показывает, что женщина, правда, готова к серьезным отношениям. Она уже смогла избавиться от неких своих комплексов давних. Возможно, смогла очистить свое окружение от ненужных людей. Она уже состоялась силой, что просто иллюзии ей точно не нужны. Мелкие люди, да, так говорят, тоже ей не нужны. Она уже ищет себе ровню, а она очень высоко стоит. Если это все про вас, посмотрим дальше. Значит, вы правильно выбрали свою позицию. Сильной не становится просто так. Сильной становится, проходя много испытаний. Посмотрим, что расскажут карты про вашего будущего мужа.
Мгм. Так. Это уже говорит, что мужчина сильный, серьезный, возможно, военный. Ну, либо работает с оружием, с ножами. Если вы тоже врач, то может он тоже. Потому что, ну, предполагает же, у хирурга тоже инструмент это нож. Но больше тут про войну, больше тут про силу, больше тут про стратегическое мышление. Мужчина симпатичный, молодой, физические данные хорошие. Но с этими картами больше про рациональное мышление, холодный рассудок. Мужчина, который переходит... Нет, уже прошел очень трудный период, справился и двигается дальше. То есть ничто на этом свете его не остановит. Ни одна дверь, хоть железная, его не остановит. Он решил начать жизнь заново, оставил все позади. У него новая страница в жизни открыта, и он начинает писать. Давайте еще что-нибудь про него узнаем, потому что тут как будто такой жесткий военный, который о себе ничего не рассказывает. Мне интересно. Ну, то, что это умный человек, это точно. Очень умный. Уважает семью. Наверняка сын большой династии. Умеет распознавать людей. И поэтому сильно не доверяет людям. Умеет свои ресурсы использовать. И даже чужие ресурсы может использовать. Но тут большая династия, об этом говорится. И он берет опыт родителей на основу своей жизни. Осторожный человек. Но он настолько умный, хитрый. Если это не просто военный, это может быть человек, который работает в такой структуре, где все нужно просчитать, где-то что-то скрывать, где-то что-то не говорить. Но мужчина сильный, состоятельный, умный, не бедный, красивый, молодой, много видел на своем веку, опыта хватает, прошел очень многие трудности, отстоял. Посмотрим, при каких обстоятельствах произойдет ваше знакомство. Угу. Любовь с первого взгляда, возможно, на дороге, в транспорте. Кто-то из вас по командировке или куда-то поедет, но больше тут про поедет. Это либо после трудной потери, тяжелой, либо же может к скорбящему ездите, допустим. Ну, друг в плохом положении или там родственник попал в беду. Кто-то поедет туда, и вот у вас получается именно встреча, так как мы задали вопрос, именно такой. То есть вы на дороге, встреча случайная и любовь с первого взгляда. Может, при переезде.
как будто кто-то из вас, может, уходит, оставляя то, что не хочет оставить, с тяжелым сердцем. Но нужно уезжать или уехать, или улететь. И вот эта встреча даст второе дыхание. Давайте посмотрим на момент вашей встречи статус его семейного положения, да, допустим. Свободный мужчина, свободный ищущий. Готов к новым отношениям, совсем свободный. Тут вообще даже нет слова про развод, дети и так далее. Это свободный молодой человек. Полон сил, полон энтузиазма, с решением он ищет себе нужную женщину. Он общается, он коммуницирует, он, возможно, просит у людей, у друзей, у знакомых познакомить. Он готов к новым отношениям. Это совершенно свободный человек. Да, вы, если вот вы узнали себя, вы загадали ваше желание правильно. Вы сформулировали ваше желание правильно, потому что вам встречается правильный мужчина. Наверняка вы после долгой проработки, вы уже прям готовы, вы даже умеете правильное желание загадывать. Что посмотрим? Дальше посмотрим развитие, да, вашего знакомства, ваших отношений. Не глубоко, но так. Краем глаза посмотрим, легко ли будет развиваться ваше общение. Ну, вот, я же говорю. Смотрите, это ваша любовь. Это ваша любовь, это ваш мужчина. Вы уже выходите одной масти, но тут показываются ваши капризы, либо же ваши страхи. Вам кажется, что выхода нет. Вам кажется, будет казаться, что это не ваш мужчина. Вы заставите человека ждать, либо же вы сами чего-то другого ждете. Может, вы подумаете, что нет, я достоин лучшего, достойна лучшего. Но развиваться отношения будут медленно, потому что вы заставите человека ждать. Может, ситуация вас обоих заставит ждать, но некоторое время между вами не будет интенсивное развитие событий. Может, кто-то пропадет. Смотрите, не потеряйте контакты, номеров, телефонов, не знаю. Возьмите адрес в любом случае, чтобы найти друг друга, потому что тут некоторое время нету общения и как будто невозможность общения. Не нужно блокировать этого человека, не нужно терять номер, не нужно давать неправильный номер, не нужно бояться вообще. Давайте я вам дам подсказку, как вы его узнаете, чтобы не потерять вашу судьбу, так как мы смотрим на вашего будущего мужа, то есть это не очередной парень, вам обязательно нужно его узнать. Так, ваши страхи. Вот получается ваша подсказка в том, что вы думаете, что это все невозможно. Может, невозможно, чтобы он меня полюбил. Может, это невозможное отношение, так как на расстоянии. Тут расстояние может быть, потому что несколько карт, показывающих на дороги, на переезды. Именно как в тот момент, когда вы начнете волноваться и бояться этих отношений. В тот момент, когда вы подумаете, что у него мало ресурсов, чтобы вас может обеспечить, чтобы вас устраивало это все. Может быть, вы уже боитесь комфорта. То есть настолько всегда все было плохо, что вам кажется, что и сейчас будет плохо. Зачем настраиваться? В этот момент вспомните этот расклад. Это ваш мужчина, ваш будущий муж. Тем более молодой, красивый, с ресурсами.
знает, что такое семейные ценности. Спасибо за просмотр первого варианта. А мы идем дальше. Вариант второй. Второй вариант. Посмотрим, кто вы. Что о вас расскажут карты. Это для понимания. Ваш ли вариант? Интересно. Возможно, это человек, который потерял в жизни все. Чувствует себя в безвыходном состоянии. Ищет, тешит себя мыслями о прошлом. Ищет ответы в прошлом. Не может отпустить прошлое. Человек, который очень негативно настроен. Вот как будто выхода не видит. Хотя оно есть. То есть вы не можете смириться с потерями. Но в любом случае, если есть потери, нужно с ними смириться и прощаться. Может, это потеря любимого, может, это потеря каких-то материальных благ. Но что случилось, то случилось. Нужно же двигаться дальше. Если вы сейчас находитесь в таком трудном положении, вас переполняет чувство тяжести, чувство горечи, то это расклад для вас. Посмотрим, кто ваш будущий муж, но до того, как мы это все посмотрим, вам нужно переработать эту ситуацию, пройти все эти моменты, да, перейти на новый уровень, перейти на более высокие вибрации, потому что с такими нормальных, здоровых отношений невозможно ждать или получить. Так как мы не смотрим на ваши следующие отношения, я не буду об этом говорить, но они не будут хорошие. Но мы посмотрим на вашего будущего мужа, да? Поэтому давайте настраивайтесь на хороший лад, и мы продолжаем. Какой ваш будущий муж? Что нам расскажут о нем? Сейчас уточню. Так. У вашего будущего мужа, возможно, недавно, может, на момент, когда вы будете, хотя мы это тоже посмотрим, ну, было тяжелое расставание с семьей. Остался ни с чем, так как в семье остался ребенок, остались все материальные блага, а он ушел ни с чем. Человек начал жизнь с нуля, с пустого кармана, но пришел в новое комфортное состояние. То есть он смог справиться, находится в одиночестве, уже стоит крепко на земле, уже доволен всем, что имеет, а имеет он много уже. Но за плечами жена бывшая и ребенок. Давайте еще посмотрим, какой он характер, внешность. Худой, высокий. Смотрите, по внешности это худой, высокий человек. Строгие могут быть черты лица. Возможно, мало улыбается. Могут быть тонкие губы, синие глаза,
но не обязательно. Просто вот именно строгие черты лица. Это скулистость, да? А по характеру он очень миролюбивый. Это человек, который не орет, не кричит. Такой спокойный. Рядом с ним находишься в гармонии. Он со всеми может ладить. Да и везде ему двери откроют, потому что это совсем не вредный человек, миролюбивый. Любит мир, любит жизнь. И люди тоже его любят. Посмотрим, при каких обстоятельствах вы увидитесь, познакомитесь. Спасет принцессу, да, из башни. Но тут, видимо, вы будете находиться в плохом положении дел. То есть вы не будете также видеть выхода, как и на данный момент, может, это у вас в характере, просто не видеть позитива, во всем видеть только плохое. Вам будет казаться, что вами манипулируют, что вы зависите от кого-то. Может, вы будете работать на нелюбимой работе, где вы просто обязаны работать, потому что вы зависите от этой зарплаты. Может, вы также будете находиться в другом месте, где также будете зависеть от других людей. Или от ситуации вы зависите. И тут придет он. Придет и победит, да? Придет и принесет солнышко вам. Придет и порадует. Может, скажет хорошую весть. Может... давайте посмотрим. Не надо загадывать так. Ну, человек поменяет ваш... Во-первых, я же говорю, я чувствую, тут как будто ваша работа нелюбимая. И где вы зависли? Вы не можете выхода, не видите. А он как будто вот стянет вас, да? Сначала даст надежду, обещает, а потом сделает. Просто ваша жизнь поменяет кардинально. Вот возьмет вас и устроит на другую работу. Я почему говорю тут про работу? Потому что мне кажется, тут человек, то бишь вы, пошли во все материальное, поэтому ничего духовного вы не чувствуете. Вот эти высокие вибрации не для вас. И для вас важно материальное, хотя наверняка должно быть материальная подкова, да, чтобы вы начали думать о другом тоже. Но получается, человек вам может предложить другую работу или просто вот заставить уйти от этого мира, от этого места, от этого города. Совсем другое место. Давайте посмотрим его статус на момент вашего знакомства, на вашего общения. Статус-то свободный, просто у него есть выбор. У него есть выбор, и не один, а много. Но он совсем не торопится, не готов тоже сделать шаг. Тоже не готов, интересно. В новую пойти тоже пока не решается. Все оставляет на судьбу. Да, набрался терпения, пытается, наверное, лечить свои старые раны. Но в любом случае, это человек, который не быстро пойдет в отношения. Может, он просто решение принимает очень трудно. Всегда нужно подталкивать его. Но на момент вашего общения или вашей встречи он будет свободный мужчина, который при выборе, которому есть из чего выбрать, которому может несколько женщин нравится. Развитие, да, как будет развиваться ваше общение.
Как будет развиваться ваше общение? Смотрите, вам нужно пересмотреть свои все взгляды, потому что, мне кажется, тут из рабочих отношений, потому что, опять-таки, тройка пентаклей — это про коммуникацию, про общение, но не вдвоем. Это тут много людей, много народа, тут больше про работу. Давайте я еще дальше посмотрю, потому что мне кажется, после того, как вы уйдете с той работы, вы мне, пожалуйста, отпишитесь, а то у меня тут такое вырисовывается. Ну а как же это ваш будущий муж, мне интересно просто. Просто мне тут показывается, что вы можете еще раз, вас ничего не устраивает, вы ушли из этой работы или из этого союза, или из этих отношений, из этого общения. Вы уходите, но остается связь такая зависимая. Опять-таки, либо кто-то кому-то должен остается. Почему мне такое показали? Где будущий муж? А, мне кажется, тут кто-то... Тут, возможно, дела идут к тому, что вы можете обидеться и уйти. Но это как хитрая манипуляция, чтобы он к вам тянулся. Чтобы была какая-то еще причина, чтобы он вам позвонил, приходил. То есть на некоторое время, в любом случае, у вас тут будет торможение, да? Кто-то на кого-то обиделся, ушел. Но связь остается, тяга остается, и причины для того, чтобы вы общались, тоже остаются. Давайте подсказку, как вы его узнаете, вашего будущего мужа, чтобы наверняка. Ну, во-первых, возможно, он будет религиозным. Может, у него взгляды патриархальные взгляды. Да. Ну, что-то происходит, я не могу выговаривать слова. Может быть, в ваших общениях, в ваших отношениях такое случится, такой момент будет. Но в любом случае человек строгий, человек своих правил, человек учитывает общественное мнение. Для человека семья, ребенок очень важно. Вы, может, поэтому и обидитесь на некоторое время, отойдете, потому что в любом случае, ну, королева меча — это бывшая жена, и тут про ребенка также все равно показывают. Но это уже вам подсказка, что у человека есть жена и ребенок. И то, что для него это очень важно, и он в любом случае будет туда обращать внимание, он в любом случае будет туда посылать деньги. Может, я очень подозреваю, что именно это вам и не будет нравиться в нем. Но это то, как вы можете его узнать. Еще что у человека много правил. Не умеет слушаться, не готов принимать ничью правду. Ну, такой своенравный. Это был второй вариант. Ну, там уже вы сами решите, нужен ли вам такой человек. Хотя, насколько я понимаю, от судьбы не убежишь. А вот это ваше состояние меня беспокоит. С этим нужно работать. От этого нужно уйти. Нельзя все время быть в негативе. Это очень-очень плохо. Это может сказываться даже на здоровье. Так, третий вариант.
Кто вы, какая вы. О. Человек, который переходит на другой уровень. Человек, который, возможно, уже... Сейчас посмотрим. Очень мирный, может любить животных. Да, человек... Ой, вот третий вариант. Это тут императрица. Тут она вся уже светится. Вы уже готовы к мужу 100%. К именно здоровым отношениям, здоровому браку вы готовы. Вы, возможно, уже... Даже на обследование пошли, все по здоровью проверили. Вы просто готовая мама, готовая жена, готова вступить в серьезные отношения и в брак. Да, вы что-то перебороли уже, с чем-то уже справились в тандеме. Может, у вас хорошая подруга рядом, которая вам к этому и привела. Вы очень любите себя. Пришли к этому не сразу. Но это правильно. Вы знаете свою ценность, вы знаете свои ресурсы. Вам мужчину подавать хорошую, правильно? Ну, посмотрим, какой он, ваш будущий муж. Угу. Ну, смотрите, это, возможно, огненный знак зодиака. Это очень интенсивный человек, очень быстрый, молодой, красивый. Жезловый человек — это полон огня, полон неожиданностей. У него работа или характер очень общительный. Возможно, работа связана с тем, что много общается, много созванивается, много ездит. Почему я говорю ездит? Не говорите ничего, у меня под колодой колесница. По карте сила может человек силовых структур. Может просто человек сильный, возможно физически сильный. Но тут же еще жезлы. Человек наверняка занимается своим физическим состоянием. Может в тренажерный зал ходит, может спортом занимается. Может просто по природе он такой физически хорошие данные. Давайте еще что. Ну, красивый мужчина. По-другому не может быть. Что еще про него можем узнать? Прошел трудный период. Не мог решиться на что-то. Очень сильно думал. Все-таки решился поменять свою жизнь кардинально. Решился, может, на переезд, может, на переход на другой уровень, но более лучший, более качественный, материально обеспеченный, духовно богатый. Тут не удивлюсь, если человек где-то поработал, потом поехал на родину, в отцовский дом, да, в дом своей династии. Ну, может и нет, может просто поехал куда-нибудь в другое место и уже обустроился, и уже есть все материальные блага, также дом, и готов к семье. Но он пришел к этому не сразу, он прошел через муки, через трудности, через бессонные ночи. Смотрим, при каких обстоятельствах у вас произойдет встреча. Вы же видите, да? Ну, смотрите, не удивлюсь, если вы с ним увидите в продуктовом магазине, либо же где-то, где что-то отдают, что-то берут. Но это такая взаимодействие, да, где кто-то что-то отдает и взамен что-то берет. Самое главное, что, возможно, вас этот человек будет раздражать. Либо вы можете колкое слово сказать ему. А у него отношение будет наверняка очень благосклонное к вам. Возможно,
вам покажется это сильно приторным, и вы попытаетесь очень серьезно себя вести. Может, он очень широко улыбнется вам или скажет такое приятное слово, но вы вместо того, чтобы принимать, может, комплимент, да, вы скажете очень серьезно, очень колко, так можете обидеть человека. Его статус на момент вашей встречи. Человек-то свободен, свободен вообще, но он защищается от женщин, он не хочет, он не хочет, чтобы ему сделали больно. Он вообще не готов к отношениям, он свободен. Ну, он думает, пока есть еще время, я еще собой займусь, может, свои ресурсы приведу в порядок, может, деньги накоплю, может, на что-то еще, где женщина ему мешает. Шарахается от женщин, шарахается, боится. Развитие, да, как будет развиваться вот это общение, где вы его обижаете, хотя он наверняка уже первая женщина за последнее долгое время, кому он улыбнется или милое слово скажет, и получает вот такой ответ. Ладно, как развивается все это, ну... Говорю же, он первое свидание, он флирт вам, или подарочек, или цветочек. И опять разругались. Вот что это такое? Вот даже подсказку. Ладно, посмотрю еще подсказку, потом расскажу. Для вас, чтобы вы его узнали. Вот. Ну, смотрите. Это что-то невероятное. Это как отношение качели. Это как отношение, где он вас будет... да, у вас, в вашей душе будет бурю, потому что тут все хорошо, вы ссоритесь сразу, так нечаянно, кто-то из вас прям не может сдержаться, может, тут крики будут, но все почему? Вы это почувствуете? Вы почувствуете в нем родную душу, родственную душу, может, вот эти близнецовые пламена могут тут отыграться, потому что тут много карт, говорящих о том, что это судьбоносный человек, что тут могут иметь дело прошлой жизни, и что этот человек в вас будет, ваши самые ужасные кошмары. Он может ничего плохого не сделать, даже молча, но у вас проснется такой демон, который будет жрать вас. И самое главное, что я тут замечаю, что вы боитесь этих чувств. Вы боитесь этой любви, потому что она спихивает. Любовь сразу начинается тут. Если не с первого взгляда, то со второго, то точно с первого свидания любовь и страсть, что вас очень-очень сильно пугает. Но так как мы смотрим на вашего будущего мужа, расслабьтесь и получите удовольствие, потому что вот эти страхи будут вам мешать, все время портить отношения. Зачем терять время на ссоры, если вы уже знаете, что это ваш будущий муж. Спасибо всем, что посмотрели. Надеюсь, расклад вам понравился. Всего доброго.